Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня более подробно расскажу и покажу про первый полив орхидеи после пересадки. В прошлом видео я показывала вам, что у меня орхидея цветущая упала с полки. Она вылетела полностью с грунта, горшочек предыдущий побился, и вот ее пришлось пересадить в новый грунт. Это моя орхидейка новая, Феррара. Это ее первая домашняя пересадка после магазинного грунта. И я вам показывала, что у нее было плохо с корнями. Корни изначально были гнилыми, потом я их подсушила и вот в прошлом видео обрезала все сухие корни. В результате получилось, что у орхидейки обрезан кончик каждого корешка. И так как была обрезка, большая обрезка корней, я ее просушила. То есть я ее пересаживала, получается, 3 дня назад. Вот 3 дня я орхидейку не поливала, 3 дня я дала на то, чтобы те корешки, которые я обрабатывала, которые я обрезала, чтобы они подсохли. Цель этого – это избежать гниения, чтобы не сгнили корни, чтобы ничего не случилось с этой орхидеюшкой. Ну и таким образом сразу первый момент, на который стоит обратить внимание, это сколько просушивать орхидею после пересадки. Если у вас орхидейка не обрабатывается, у нее хорошие были корешки, не было гнилых корней, не было массовой такой зачистки корней, как у меня, то в принципе 1-2 дня достаточно для того, чтобы микротрещины, которые в любом случае образуются на корнях орхидеи при пересадке, подсохли. И после этого орхидейку можно поливать. Если же у орхидеи были гнилые корни, очень много обрезалось, как в моем случае, то дня 3 орхидейке обязательно надо дать. А далее смотрите по состоянию. Я вижу, что у меня орхидейки необходимо проливать. Но вот эти цветочки, видите, они подвяли. В принципе, после того, как орхидея уже полетала, после этой пересадки, на цветение я больших надежд не возлагаю и за цветение не держусь. Сейчас главная цель – это чтобы прижилось и нарастило корни само растение. Пока не обрезаю, но вполне допускаю то, что придется их обрезать. Тем более, что сегодня я буду не просто поливать орхидею, а поливать янтарной кислотой, что также может способствовать сбрасыванию цветения. Итак, давайте начнем. Первое, самое важное, я вам сказала, у меня прошло 3 дня. Далее, для полива орхидеи я подготовила вазон, в который помещаю эту орхидейку. Так мне будет удобнее ее поливать, потому что кроме полива я ее также оставлю постоять в воде, то есть замочу примерно на 10 минут. Сегодня я буду поливать не простой водой, хотя в принципе, если у вас орхидея не проблемная, нет проблем ни с корнями, ничего, вот есть такие простые пересадки, как, например, я показывала совсем недавно пересадку моей орхидейки Каоды, где я не обработала ни одного корня, потому что все замечательно с корневой системой, то после пересадки первый полив можно произвести простой, теплой, отфильтрованной водой. Мне орхидейку, конечно, надо поддержать. Здесь у меня сейчас цель нарастить корни, поэтому даже первую пересадку я буду проводить с подкормкой, использовать буду янтарную кислоту, чтобы орхидея, которая перенесла стресс, легче адаптировалась к новому грунту, чтобы она быстрее начала наращивать корни. Использовать буду по инструкции, согласно которой у нас идет 15 мл на 10 литров воды, следовательно 1,5 мл у нас идет на литр воды. У меня 750 мл вот эта лейка. Я буду использовать 1 мл. Так, сейчас отмерим. Ну, вот у меня как раз шприц, он инсулиновый, на 1 мл. Уже не один раз вам говорила, что удобнее всего вот именно таким мелким шприцом отмерять. Так вот. Набираю 1 мл янтарной кислоты, добавляю в теплую отфильтрованную воду, перемешиваю. Все. И далее будем поливать. При поливе я буду проливать грунт по краю горшка. Ни под шейку, ни под саму орхидею я лить воду не буду. Проливаю по краю горшка. Не спешу, медленно. Видите, каким маленьким напором.
Так как этот грунт новый, кора новая, грунт, конечно же, не влагоемкий. И если я буду проливать быстро, то мгновенно вот эта водичка, которую я отсюда лью, она поступает сюда, и в грунте, в принципе, остается очень-очень мало влаги. Вот с той целью, чтобы водичку получили корни, чтобы больше напитать вот верхний слой, потому что хотя я и замачиваю орхидею, но я же не буду ее замачивать полностью доверху. Нет, конечно, я налью буквально где-то 2/3 воды, а сверху водички не будет. И вот этот грунт потом будет просыхать мгновенно. Вот именно с этой целью, вот этот верхний слой грунта, я вот медленно-медленно проливаю и таким образом набираю водичку в это кашпо. Так, с этой стороны, по-моему, уже везде пролила. Теперь проливаю с обратной стороны. Все, теперь так у меня вот эта орхидея постоит, наверное, минут 10, для того, чтобы вот эта кора, этот грунт начал себя, впитал воду, конечно, за один полив. Этот грунт влагоемким ни в коем случае не станет. Для того, чтобы он стал хорошо удерживать влагу, должно пройти время, причем немало времени, это должно пройти несколько месяцев. Первое время ее оставлять в таком виде, замачивать надо чуть дольше, нежели орхидеи, которые уже давно посажены в кору. Опять же, это связано с тем, что грунт не влагоемкий. Но в то же время очень надолго я оставить не могу, так как, напомню, орхидеи были гнилые корни. И в связи с этим мне надо ее и полить, и добиться того, чтобы грунт стал влагоемким, и в то же время, чтобы корни не гнили дальше. Еще хочу рассказать, если вы пересадили орхидею, у которой была, может, ситуация еще хуже, чем у меня, да, очень много гнилых корней, у меня все-таки они уже были в стадии, когда эти корни сухие. Если же это в стадии, когда корни гнилые, и понимаете, что орхидее надо более длительный срок, чтобы просохнуть, а не буквально как у меня 3 дня, и когда можно поливать. В таком случае очень хорошей альтернативой служит опрыскивание орхидейки. Можно вот эти листочки орхидеи протирать, и орхидея получать будет влагу с помощью своих листьев. Я вот орхидейку не проливала, не обрабатывала листья, но опять же, потому что буквально 3 дня и я ее поливаю. Если бы я ее дольше просушивала, то, конечно, бы я стала обрабатывать и вот эти листики, чтобы они хотя бы питали орхидейку влагой. Прошло уже 10 минут, я слила воду с кашпо, видите, водички нет. Но так как у меня орхидея это будет содержаться, как и все мои орхидеи, по принципу мокрых пяточек, то есть она будет стоять над водой. Я уже набрала простой воды без янтарной кислоты, сейчас буду наливать в это кашпо. Наливать я буду по краю кашпо, не через кору, потому что иначе она, такая вода будет, особенно первое время, покуда кора очистится от пыли, она будет тогда грязная, такая коричневая, некрасивая стоять. Поэтому наливаю по краю кашпо, чтобы была чистенькая водичка. Вот таким образом. По уровню получается до горшка, чтобы горшок не был в воде. Ни кора, ни корни, которые есть на дне, чтобы не находились в воде, но в то же время стояли над водичкой. То есть выглядит это вот таким вот образом. Посмотрим, если я буду видеть орхидеи, что недостаточно питания, точнее, что недостаточно влаги, так как есть вопросы с корнями, то я просто буду ее опрыскивать утром. Но пока оставляем так. Ну и как я сказала, цветение, скорее всего, мне с ним придется распрощаться. При следующем поливе я буду применять средства против гнили, которые помогают бороться орхидеи с гнилями и для того, чтобы корни не так подвергались гниению. Ну и посмотрим, скорее всего, это обязательно вам покажу, что применяю и как применяю. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!